Всем привет! Видео о наболевшем, а именно от чего же вздуваются наши аккумы. В данном видеоролике хочется поделиться своим опытом использования литий-полимерных аккумуляторов, а также зарядок к ним. Супер глубоко в теорию не хочется углубляться, хочется лишь поделиться своими наблюдениями. Как это все дело выглядит на практике, ребята. У меня довольно-таки много литий-полимерных аккумуляторов. Некоторые из них вздувались прямо на моих глазах, и некоторые мне даже удалось восстановить в обратное первоначальное состояние. В общем, как это все происходило, вы узнаете далее в видео. Для начала небольшой экскурс в маленькую теорию. В общем говоря, простым языком, эти аккумы могут отдавать очень большие токи. Они могут очень быстро разряжаться. Литий-ионные, например, аккумы такого не могут себе позволить. Их нужно довольно-таки долго разряжать, хотя бы час. То есть давать такую нагрузку, чтобы они хотя бы час работали до полного разряда. Эти же можно разряжать и за 5 минут, и за 3 минуты бывает приходится их разряжать. То есть они дают очень большой разрядный ток. На самих аккумуляторах написано, сколько они могут отдавать в час, например, 1500 мА. Но в течение 5 минут конкретно этот аккумулятор может выдавать в 12 раз больший ток. Это 18 ампер, ребята. В любом литий-полимерном аккумуляторе, помимо емкости в миллиампер-часах, есть еще одна очень важная величина. Ну, естественно, выходное напряжение. Оно зависит от количества банок. Это трехбаночный аккумулятор, поэтому он выдает, ну, грубо говоря, 12 вольт. Далее я расскажу, как здесь более точно эта градация вычисляется. Потому что вот эта цифра, это... Ну, в принципе, ни о чем не говорящая цифра, по большому счету. С напряжением, думаю, всем будет понятно, но вот что такое 25C, здесь, я думаю, стоит разъяснить. 25C это 25 номинальных емкостей может выдавать этот аккумулятор. То есть на максимум. То есть 1500 мА в час, 1,5 ампера в час умножить на эту величину, получается 37,5 ампер может выдавать такой вот маленький аккумулятор. Эта величина показывает пиковый ток, и она может различаться у разных аккумуляторов. Например, вот здесь стояла галочка на 50C. Они у меня немножечко подгорели, эти аккумы. Кто смотрит мои видео, видел, как это происходило в режиме реального времени. Ну вот здесь была галочка 50C. То есть здесь уже 6 нужно умножить на 50, и мы получим 300 ампер пиковый ток. Везде указана эта величина. Здесь, например, 20-30C. То есть емкостей. Так, теперь немного о выходном напряжении. Вот это двухбаночный аккумулятор. Вот одна банка, вот вторая. Этот трехбаночный, ну тут так... Прям хорошо не видно, здесь вот уже видно хорошо. Это 6-баночные аккумуляторы. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Что это значит? В зависимости от количества банок мы имеем различное выходное напряжение. Здесь важно знать пределы напряжений одной банки. Это, кстати, очень-очень важные параметры. Если их превышать, то есть зарядить, например, больше, чем номинал, и разрядить ниже номинала, то аккумулятор... Ну, в 90% случаев вздувается и даже может вздуться прямо сразу на ваших глазах. У меня подобное произошло с одним из этих аккумуляторов, но мне удалось его восстановить. То есть можете заметить, здесь никаких вздутий нет, и я даже не знаю, какой этот или этот вздувался. Я уже не помню, если честно, все перемешалось. Полностью заряженная одна банка имеет напряжение 4,2 вольта. Даже если на 0,05 вольт прибавить, то есть 4,25 будет, то аккумулятор может сразу, конечно, и не вздуется, но у него есть все шансы вздуться на следующий день. Далее я объясню, почему это происходит, когда мы перейдем к зарядкам. Так что важно помнить, ребята, не более чем 4,2 вольта нужно заряжать каждую банку. Если 2 банки, умножаем на 2. То есть не более чем 4,2 вольта должен быть максимальный заряд одной банки. И в процессе заряда нельзя превышать это напряжение. Это тоже очень важно. Зарядки, например, они автоматически понижают ток, пока он не уменьшится до 0, и аккумулятор будет полностью заряжен. Но по напряжению
хорошие зарядные устройства, они никогда не превышают 4,2 вольта на одну банку. То есть здесь две банки, получается 8,4 вольта. Если аккумулятор трехбаночный, то это не более 12,6 вольтов. Вот теперь мы вернемся к этой цифре, которая 11,1. Ну, максимально заряженный аккумулятор будет 12,6, а не вот эта цифра. И он, естественно, на максимальном заряде будет отдавать максимальную мощность в электродвигатель. По максимальному вольтажу мы разобрались, теперь перейдем к минимальному. Минимальный вольтаж на банку это 3 вольта. Если мы разрядим до 2,5 вольт, что у меня и случилось с одним из этих аккумуляторов. Одна банка всего лишь разрядилась, и это была верхняя банка. И аккумулятор тут же на моих глазах вздулся. То есть такой получился пузырек, вот как здесь, например. Такой мягенький аккумулятор. Кстати, в этом видео, когда дойдем, еще озвучу мои мысли, почему же так страшно вздутие аккумуляторов. В чем, собственно, разрушающая сила вздутия. Ну а пока вернемся к вольтажу, то есть запомнили, ниже 3 вольт на банку разряжать нельзя. 2 банки, значит ниже 6 вольт нельзя. 3 банки ниже 9 и так далее. Причем в целом аккумулятор, если вы измерите, может быть 9 вольт, но одна банка какая-нибудь уже гарантированно, скорее всего, уже будет меньше. Это очень-очень плохо, ребята. Видите, вздутый аккумулятор, это как раз таки опять же по этой теме. Но обратно он не возвращается. В принципе, он нормально работает. Это было однократное нарушение режима. Заряд он держит. Ну, может быть, немножко хуже, чем этот. Это из одной партии. Аккумуляторчики небольшие. Вот. Так что следите за этим обязательно. Следить побаночно можно, если купить вот такое устройство на AliExpress. Подключаем его вот сюда. И смотрим. Сначала показывает общий заряд 7,96. Одна банка 3,99. Вторая 3,96. То есть все нормально. Это устройство, оно еще, кстати, пищит. Когда хотя бы на одной из банок напряжение падает до 3,3 вольт. То есть это сигнализирует о том, что нужно останавливаться. Кстати, эту пищалку слышно на самолете довольно-таки далеко. Когда он летает там в пределах 100-200 метров, ее в принципе может быть слышно. Потому что здесь два таких противных зуммера стоит. Они очень звонко пищат. Теперь становится понятно, друзья, почему у нас вздуваются аккумуляторы. Когда летает самолет, например, либо мы еще что-то запускаем, мы не всегда можем проконтролировать глубокий разряд аккума. Он может быть буквально там на полсекунды, но он уже сыграет свою роль. Механизм деградации аккумулятора будет запущен, выделяются газы, водород присутствует. То есть из-за этого оно довольно-таки пожароопасное. Если сильно вздуваются аккумуляторы, они очень сильно изгибаются. Если вот этот разобрать аккум, в принципе у меня есть такой, который я пустил на разборку. Сейчас покажу, что с ними происходит при сильном вздутии. Положу листик из термостойкого материала в качестве изоляции и вскрываем, смотрим. Надо как-то так аккуратненько вскрыть, чтобы оно не возгорелось. И покажу вам, что там у него внутри. Вот уже видно, там искра какая-то была. Ну, так сказать, ребята, для науки нужно. Видите, литий-полимерный аккумулятор состоит из пластин. Вот они, пластины. Вот он, слой на них, который отлипает. При частых вот таких движениях, перемещениях происходит трение, и пластины могут замкнуть. Кстати, из-за того, что много пластин, все это дело соединено параллельно, и за счет этого получается столь высокий ток на аккумуляторах. Вот этот аккумулятор уже в принципе довольно-таки серьезно воняет, нужно его ликвидировать. Я его сожгу просто-напросто на улице, потому что я не знаю, куда такое можно выкидывать, в какой жбан. Нужно сжечь его и помыть руки, и мы продолжим. Сейчас вы увидите, сколько дряни выделяется. Количество
материала увеличивается. Пластин очень много здесь. То есть, ребят, основная причина возгорания, по моему, опять же, мнению, это замыкание внутри аккумулятора из-за вот этих вот частых деформаций. Как же, ребят, с этим борются в более дорогих аккумуляторах? Там зачастую установлены ограничители, то есть нельзя ее больше зарядить, чем нужно. И нельзя ее разрядить больше, чем нужно. То есть может быть установлена защита. Также делают в более жестком корпусе. То есть делается корпус снаружи, который не дает вздуваться аккумулятору. То есть он сдерживает механически. И банки остаются не вздутые, не вспученные. Как вот эти вот, которые находятся внутри. Вот она абсолютно не вздутая. Хотя аккум был, ну, очень сильно надутый, вот как здесь, видите. Вот такие вот дела с этими аккумуляторами. Как же я поборол свое вздутие на вот этом аккуме. Кстати, это было очень удивительно, ребят. Мне кажется, если это произошло вот-вот, то есть он прям на ваших глазах надулся, либо самолет приземлился и надутый аккумулятор, возможно, можно его восстановить. Во-первых, я сразу подключил моментально к блоку питания и подзарядил его немножко, чтобы напряжение поднялось выше 3 вольт. Для этого долго не нужно заряжать, там буквально хватило 5 минут. Потом я сразу же его отключил, большой заряд не стал ему давать, не стал напитывать энергией, а положил его под пресс небольшой. Я подобрал пластину, где нет бугорка. Положил его на пластину, сверху еще одну пластину и сверху положил небольшой груз. Там было около 10 килограмм. И на следующий день, когда я пришел, аккумулятор вернулся в свое первоначальное состояние. То есть я теперь из этих двух не знаю даже, какой вспучивался. Вот такие вот дела, ребята. То есть имейте в виду, если у вас вот-вот только что надулся аккум литий-полимерный, можете попробовать его вот так реанимировать. Теперь еще немножечко моих наблюдений, ребят. Я думаю, большинство моделистов пользуются подобными зарядками. Это зарядка iMax B6. Она со встроенным блоком питания. Есть точно такие же без встроенного блока питания. Есть точно такие же на большую мощность. Этот на 80 Вт. Ну, есть и более мощные зарядки. Ну, все они примерно по одному и тому же принципу, если это iMax устроены. У меня конкретно китайская зарядка. Оригинальные я не использовал, но я использовал несколько таких китайских. Одна у меня была без блока питания, она вообще паршиво работала. Ей я убил где-то 2-3 аккумулятора. Сейчас расскажу, как это было. Но вот эти две, которых у меня на данный момент сразу две, потому что большие аккумы, чтобы заряжать, желательно иметь две таких зарядки, потому что слишком сильно растягивается процесс, если по очереди. Поэтому я юзаю сразу две. Но они имеют точно те же самые проблемы, что и первая моя зарядка. А именно, они могут перезаряжать одну банку. Даже если вы полностью все подключили, то есть здесь нужно подключать балансировочный провод. Вот он сюда подключается, находится ячейка. Для трехбаночного, например, вот сюда она вставляется. И подключается сам аккумулятор для зарядки. Через балансировочный банки балансируются и идет контроль напряжения. Сейчас продемонстрирую. То есть понятно, для чего балансируются банки. Чтобы, не дай бог, не перезарядить одну из них. Так, ну и теперь мы подключим питание. Вот так это выглядит. Хорошо, когда зарядное устройство можно подключать не только к аккумулятору автомобиля. Допустим, где-то вы там на природе самолет запускаете или еще что-то. А можно также и дома от стационарного встроенного блока питания запитывать. Так, ну что, запускаем зарядку. Покажу вам на примере, как все это выглядит. То есть здесь 1500 мАч. Литий-полимерные аккумуляторы как разряжать можно быстро, так и заряжать можно довольно-таки быстро. Ну, лично я не превышаю номинальный зарядный ток. Ну и тем не менее, все равно можно зарядить за час. И выставляю 3S, трехбаночный аккумулятор. Все. Нажимаю на заряд. И процесс пошел.
видно, начало заливать в аккумулятор энергию. Если мы нажмем вот сюда, мы видим напряжение на каждой банке. То есть он контролирует побаночно напряжение. Но, ребята, есть один здесь момент. Когда доходит до конца, любая из этих ячеек, она не будет показывать больше, чем 4,2 вольта. Здесь так запрограммировано. Ну, я, по крайней мере, не видел. Хотя в реальности, если подключить, ну, либо вот эту штучку, либо если измерять просто мультиметром, то есть мы можем побаночно, вот так, я сейчас, ну, процесс прервал, это ничего страшного, но мы можем побаночно здесь посмотреть вольтаж на каждой банке обычным мультиметром. То есть если такой штучки нет, мы можем спокойно это все посмотреть. И я много раз, к моему глубочайшему сожалению, видел, что вот эти зарядки, они перезаряжают. Даже если мы балансировку используем, то есть не просто зарядку, а именно здесь есть функция балансировки, то есть если банки по-разному заряжены, оно может их балансировать, приводить к одному вольтажу. То есть чтобы все было равномерно заряжено. И все равно не так уж оно и равномерно их заряжает. Это еще один прикол, ребята, почему могут вздуваться аккумуляторы. Это еще, кстати, кто как пользуется. Если, например, не дожидаться прям полного заряда, то есть там он напряжение сбрасывает, например, до 0,3 вольт, уже можно отключать и лететь, там он много не зарядит, ну, может там 2% еще добавить. Но вот эти 2% могут перезалить одну или две банки. Если банок много, то дисбаланс может быть очень большой. У меня это часто бывает. Причем я повторяю, что у меня несколько зарядок, и все они страдают вот этой фигней. То есть могут перезаряжать. Бывало даже до 4,25 перезаряжала. Я смотрю, что 4,25, вот так вот измеряю. Смотрю на одной из банок 4,25. Ну, я думаю, ладно, фигня. И пошел домой. Прихожу, аккумулятор вздутый. Вот можете себе представить мою печаль, тоску, когда я это увидел. Просто я уже предчувствовал, что может быть что-то нехорошее. Но если, ребят, сразу его подразрядить, то он не вздуется. Если так прям не сильно превышать параметр, они мгновенно не вздуваются. Мгновенно вздуваются, если вот до 2,5 сильно переразрядить глубокий разряд. Если, например, 5 сотых в плюс в минус, а не 5 десятых, то оно сразу не среагирует моментально. Но может на следующий день, как я уже вам говорил, что на следующий день один из аккумуляторов у меня вздулся. Но вот этот вот очень живучий оказался. Он у меня и падал, и вот так вот согнулся, но он не вздувается, долго уже очень работает. Вот этот конкретно неплохой аккумулятор. Вот такие склонны к вздуванию, но если их правильно заряжать, разряжать, то есть если после заряда контролировать либо мультиметром, либо вот таким зуммером, то тоже все нормально. У меня есть один аккумулятор, которым я долго пользуюсь, и все с ним нормально. Опять же, все любят вот такие аккумуляторы, да, они, ну, и мне нравятся, но тоже вздуваются, если что-то неправильно с ними делать. Все мои аккумуляторы, они китайские, каких-то дорогих я не покупал. Там, скорее всего, попроще дела обстоят, более долговечные вещи. Но с китайцами я уже немножечко разобрался, знаю, что с ними делать. В общем-то, никогда не позволяйте превышать эти параметры. И контролируйте зарядку, насколько хорошо она заряжает. Потому что я вам показывал те цифры, что там показываются побаночно. Это не отражает действительность, когда оно уже сверх меры идет. Больше, чем 4,2 оно там просто не показывает. А может быть и больше на самом деле. Если идет дисбаланс, одна банка меньше, другая, соответственно, будет больше. В общем, такие дела, не знаю. Надеюсь, это видео кому-то будет полезно, ребята. Я, если честно, очень долго собирался, чтобы его записать.
потому что сами видите, тут целое хитросплетение. Вроде бы об одном о чем-то хотел рассказать, но пришлось рассказать именно все полностью о всех аккумуляторах. Немножко теории, немножко практики. В общем, такие дела. Так что, кому было интересно и самое главное, ребята, полезно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока!